Знаете, я так подумал и понял, что единственное, чего нам сейчас не хватает в интернете, это еще один туториал по некоротрэпу. Поэтому сегодня у нас будет обзор на вот этот бит. Итак, начнем с мелодии. У нас есть вот такой сэмпл. Здесь есть еще другие отрывки, но по сути здесь все то же самое. Найти такие сэмплы вы можете сами на ютубе или сами вырезать из какого-то фильма, как вашей душе угодно. Дальше у нас на очереди идет бас. У нас есть вот такой сэмпл баса. Я боялся, что будет звучать не очень из-за вот этого спуска вниз по питчу, но по сути все было нормально, все в тон, все четко. Покажу только основные паттерны, потому что их много и отличия между ними часто минимальные. И есть вот такой паттерн, который используется в переходе. Здесь вот такие вот прикольные гличи. Чтобы их сделать, просто выделяете ноту и нажимаете Alt-U, крутите вот эту крутилку и все. Да, так, переходим дальше к драмке. Вот так звучит целая драмка, полная. Рассмотрим теперь каждый элемент по отдельности. Вот такой кик. Абсолютно дефолтный кик, обычная партия, просто подчеркивает ритмику баса. Дальше идут снэры. Тоже обычная партия, фишка только в том, что здесь залайрено сразу 3 снэра. Вот такой основной. Вот такой дополнительный. И вот такой, который просто придает характер. По сути, вот этот снэр слышно меньше всего, но он придает самое... Он как? Придает плотность, дает атаку. Без него звучит вообще не так. Хотя без любого из этих остальных снэров можно спокойно было дописать бит, и было бы все нормально. Дальше идут хай-хеты. Вот такой паттерн. Как я их прописывал? Мне было западло вручную прописывать, поэтому я нажал Alt плюс R. Здесь открывается рандомайзер. Здесь покрутил крутилки просто на слух, на рандом. И оставил. Немного сбитый ритм, но я посчитал, что звучит прикольно. Такой грув своеобразный. Тем более их не особо сильно слышно, поэтому пусть будет так. Дальше идут обычные крэши. Просто подчеркивает ритмику, ничего необычного. Дальше идет вот такой вот перк. Он нужен просто для того, чтобы подчеркнуть удар снэра. Вот. Как он сделан?
По сути, можете взять обычный звук разбитого стекла, как-нибудь обработать, нажать реверс. Здесь я нажал крутилку Time правой кнопкой мыши и нажал 2 бита. Почему 2 бита? Чтобы здесь в пиано-роли я мог его прописать ровно на 2 бита, не угадывая длительность сэмпла, чтобы он закончился ровно перед ударом снэра. Дальше больше ничего такого нет интересного. Самый последний инструмент — это дополнительные снэры. Можно было без них, они просто придают грув. Играют они не весь бит, они просто как завершающий элемент такой. Дальше можем переходить к сведению. Вот так звучит мелодия с обработками. И звучит вот так без обработок. То есть просто повесил эквалайзер, который срезает низкие и высокие, просто чтобы немного отдалить и приглушить звук. Реверб с дикеем на 5 секунд, просто чтобы утопить в миксе Wave Candy. Wave Candy используется для того, чтобы определить ноты сэмпла, по которым я могу прописывать бас. Как определять ноты через него? Вот открываем Wave Candy. У нас будет вот такое окно. Здесь нажимаем Spectrum. Здесь выбираем максимально доступное число. Здесь scale выкручиваем тоже на максимум. Открываем вот это окно. И здесь у нас показываются ноты нашего сэмпла. Вот здесь справа внизу написаны ноты. Потом вы нажимаете вот сюда, чтобы заморозить эту картинку. Открываете просто сэмплер. И вот здесь в сэмплере просто пишите те же самые ноты, просто чтобы вы понимали, по каким нотам вам лучше писать бас. Дальше на очереди идет бас. Бас без обработок звучит вот так. Сейчас. Изначально сэмпл был хороший, я просто решил его добить, уплотнить. То есть звучит со всеми обработками он вот так. Каждая обработка за что отвечает. Сейчас посмотрим. Вот спредер висит. Мне просто не хватало ширины у баса. Поэтому здесь подкрутил. Здесь поставил low pass, low cut на 250 Гц, чтобы саб-бас был в моно. После этого слышно, что не хватает низких и средних частот, поэтому повесил бас XXL. Здесь root на Re, потому что основная нота баса Re. Здесь вот гармоники на всю, оверсэмплинг включен, буст на 74. Эта крутилка стоит на минимум. Она на самом деле довольно сильно влияет на звучание, хотя она не сразу бросается в глаза. Дальше послушаем. Вот, сразу слышно, что стало намного больше низких и средне-низких частот. Здесь я эквалайзером подрезал самые низкие частоты, ниже 30 Гц, потому что их все равно уже не слышно, но их было много, и они просто очень давили по громкости. То есть сам бас как бы не очень громкий по ощущениям, но по цифрам он уже там за 0 дБ просто. И здесь просто приподнял высокие для четкости. Дальше у нас идет Pro Q3. Здесь на сайде срезал до 200 Гц. И здесь приподнял мид. Дальше решил просто уже дожать дисторшеном от Waves. Дальше идет один эквалайзер. Просто он придавливает немного нижнюю середину, потому что теперь мне показалось, что ее слишком много.
И этот эквалайзер используется просто для того, чтобы сделать автоматизацию в начале вот такую с выплыванием. Дальше идет Shaperbox. Shaperbox используется, чтобы сделать сайдчейн от кика. Как сделать сайдчейн через Shaperbox? Переходим на канал с киком. Здесь нажимаем на паттерн с басом, не на паттерн, а дорожку с басом Sidechain to this track. Открываем Shaperbox, открываем шестеренку, вторую вкладку, Processing. Здесь ставим максимально возможное значение. Если у вас только только от одного инструмента идет сайдчейн, значит ставите 1. Если больше, то больше. Здесь нажимаете аудио и на вот эту кнопку. Здесь настраиваете огибающую, по которой будет изменяться громкость вашего баса. Вот. Дальше идет кик. На кике только клипер висит, потому что без него звучит вот так. Он очень сильно пробивает громкость и при этом звучит не настолько плотно. Поэтому я повесил клипер, немного здесь добавил гейн. И из-за этого он звучит немного тише и при этом плотнее. Дальше идут снеры. На снерах обработки вот такие. Эквалайзер со срезом низких и средних. Это на вот этом. На основном. На том, который звучит как крэш, просто висит реверб с дикеем на 3 секунды. И эквалайзер, который срезает низкие и средние, потому что они сильно лезли. И вот так без обработок. Вот здесь слышно, как роляет вот эта вот крутилка, потому что очень сильно лезет вот этот килогерц. Дальше идет третий снэр. Здесь просто висит эквалайзер, который срезает низкие и также само поддавливает килогерц. Дальше идут хай-хеты, без обработок они звучат вот так. Сейчас. Ничего необычного, самый дефолтный хай-хет из возможных. Здесь висит дисторшн с вот такими настройками. И здесь эквалайзер просто со срезом низких. Звучит вот так. Дальше идет крэш. На крэше, по сути, точно такие же обработки. Также самое срезается низ. И здесь немного придавил вверх, потому что он сильно как всыпал, можно сказать. Можно услышать, что вот эти частоты немного больше, чем хотелось бы. Дальше идет этот перк. Здесь висит реверб. Здесь висит эквалайзер. То же самое абсолютно. Без обработок звучит вот так. С обработками. Дальше идет дополнительный снэр. На нем просто висит эквалайзер, срезающий низкие. На этом по сведению, я думаю, все. На мастере ничего нет, кроме ньютона, чтобы узнать тональность баса. И клипер обычный, просто чтобы не переваливала громкость за 0 дБ. Дальше идет структура. По структуре ничего необычного. Интро довольно затянутое, на 30 секунд. Но я подумал, что оно здесь в тему. Обычно я делаю, короче, раза в 2. Что здесь? Здесь первый дроп. Здесь играют не все инструменты. Вступление вообще без хэтов, без дополнительных снеров. Что еще? После первого паттерна идет вот такая вот яма. Я посчитал, что она здесь очень в тему. После довольно жирного дропа просто очень сильно сбрасывается динамика, пропадают почти все инструменты. И появляется здесь такой небольшой разгон обратно до того же уровня, даже больше, потому что здесь уже вступают доп-снеры, разбавляя драм-партию. Дальше у нас идет переход, здесь ничего интересного.
Здесь автоматизация на повышение темпа. То есть бит начинался на 120, и после перехода он играет на 170 BPM. Здесь, по сути, играет все то же самое, просто изменяется паттерн баса. Вот таких двух паттернов в начале нету. Здесь есть. И еще в одном паттерне есть вот такая фишка. Здесь вот эти высокие ноты, они сначала играют полностью вправо и полностью влево, потом с помощью слайда возвращаются обратно в центр. Еще с киком здесь есть вот такая особенность. Вот такая вот пробежка. Больше, думаю, ничего необычного. Просто где-то убрал мелодию, где-то убрал хэты, где-то убрал крэши, где-то вот так вот порезал, где-то что-то убрал, то есть ничего необычного. После бита идет такое же длинное аутро, просто потому что в сэмпле оно было, мне оно понравилось, я его решил оставить. По автоматизациям ничего необычного, это автоматизация на изменение темпа, это две автоматизации для того, чтобы в начале бас играл с обрезанными высокими частотами. Вот, по FX здесь ничего необычного. Я думаю, все. По поводу приобретения данного бита, по поводу коллабов, по поводу чего угодно можете писать мне в Telegram, в Instagram, на почту, куда угодно. Все ссылки будут в описании. Также в описании будет ссылка на полную версию этого бита, на мой канал с битами, на мой канал в Телеграме с битами, на мой канал в Телеграме с лупами для битмейкеров. Там уже больше сотни лупов, поэтому заходите, используйте. Все, всем спасибо, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео. Все.